Корпус пластиковый, гибридный лоток или две симки, или одна симка и карта памяти. Сенсор в кнопке питания молниеносный, NFC рабочий, 120 Гц в IPS-матрице, хорошая камера, ширик, стабилизация, правда, не фонтан. Новый процессор, программное обеспечение допилили. Но медиатековский Dimensity процессор, хотя и тянет Genshin Impact, все равно делает это не особо резво. Аккумулятор на 5000 мАч не сильно проседает при использовании, меня он порадовал. Запись звонков вшита и работает без проблем в стоковое ПО. По тестам Antutu ближайших конкурентов прошлого года в виде Poco X3 NFC и Redmi Note 9 Pro данный телефон уделывает. Сейчас расскажу. Примеры съемки видео и фото, как всегда в ролике. Tube777, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. Сейчас в сумме в розыгрыше на 28 число уже 13 девайсов. Выгружаю минимум 6 роликов в неделю и по воскресеньям в 18:00 провожу стримы с ответами на ваши вопросы. А сегодня я расскажу вам о новом смартфоне Realme 7 5G. Упаковка, как всегда, желтая, стиль не меняется. В комплекте не самый лучший силиконовый чехол, телефон, блок зарядки на 33 Вт, разумеется, с кабелем для зарядки форм-фактора Type-C, скрепка для смены сим-карт и документация. Все просто, но качественно. Первое, что делаем после включения, все привязываем и обновляем. Разумеется, на телефоне есть русский язык и поддержка оплаты модулем NFC. Пока вы наблюдаете за результатами синтетических тестов, освещу основное. Продается аппарат в двух цветах, процессор MediaTek Dimensity 800U, графический процессор Mali. До новой прошивки первые 2 недели оптимизация была такой ужасной, что телефон не мог даже один раз пройти стресс-тест в Antutu, чтобы он не вырубился. А сейчас все хорошо. Все подтверждения моих слов можете увидеть в записи моего стрима с тестами онлайн этого телефона по ссылке в правом верхнем углу. Там я, кстати, одновременно с ним гонял Redmi Note 9T. Поверьте, будет интересно. Экран на 6,5 дюймов, 2400 на 1080 точек, Full HD+. Соотношение 20 к 9, плотность пикселей 405 ppi. Не супер, но и неплохо. 120 Гц. 180 Гц тач экрана, по мне экран слегка желтит, а у Redmi Note 9T синит. Corning Gorilla Glass 3 не супер новая защита, но терпимо. Олеофобное покрытие в наличии, оперативная память на 6 гигабайт, что хорошо, LPDDR4X не самая новая, но объем достаточен. Встроенная память на 128 гигабайт, UFS 2.1, довольно шустрая. Поддержка карт памяти microSD до 512 гигабайт. Печаль в том, что если использовать флеш-накопитель, вторую симку, как вы понимаете, здесь не вставить, лоток-то гибридный. Android версии 10.0 с оболочкой Realme UI 1.0. Меня, в принципе, устроило. 5G в наличии, которая нам не нужна. У камеры основной сенсор самсунговский на 48 мегапикселей, S5 KG M1. Фазовый автофокус на борту не особо суперский, но работает. Ультраширик на 8 мегапикселей от Hynix, макро на 2 мегапикселя, фронталка идет основная на 16 мегапикселей, и в принципе нам нужно знать только то, что основная камера может снимать в 4К при 30 FPS, понятно, Full HD она может снимать при 30-60 FPS, Slow-Mo может снимать на 1080p 120 FPS, 720p 240 FPS. И в целом все в рамках допустимого. Камера даже в стоке мне в принципе понравилась, хотя с Google камерой телефон, разумеется, работает намного лучше. Wi-Fi двухдиапазонный на 2,4 ГГц и 5 ГГц. GPS от GPS GLONASS, BlueIDEO, Galileo для геолокации на борту. Повторяюсь, что NFC рабочий есть. USB Type-C форм-фактора 2.0 тоже не самый новый, но не самый плохой вариант для этой комплектации. По датчикам. Основной это сканер отпечатков в кнопке питания. Работает он отлично, просто молниеносно. Face Unlock также без нареканий. Геомагнитный датчик, датчик приближения, акселерометр, плюс здесь есть мини-джек на 3,5 мм для проводных наушников, либо маленькой какой-нибудь колонки. Аккумулятор на 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки Dart Charge на 30 Вт, поддержка Power Delivery версии 3.0, поддержка реверсивной зарядки тоже на борту. По тестам в идеале за 30 минут телефон должен заряжаться на 55%, ну а в идеале за 65 минут он должен заряжаться с 0 до сотки. Рамка и тыльная поверхность из пластика, размеры 162 мм на 75 на 9,1 мм. Телефон довольно тонкий, 195 граммов, в руке держать его удобно. Комплектный чехол ужасен, но это издержки экономии. Экран, что мне очень понравилось, плоский, Full HD+. И несмотря на то, что экран на 120 Гц, танки на данный момент идут только на 60 Гц. В Poco X3 NFC в то же время уже выставляется 120 Гц без проблем, оптимизация уже прошла.
Genshin Impact на средних слегка лагает, но играть возможно. В PUBG играть, конечно, радость, если через костыли уже можно выставить 120 Гц. В танках аккумулятор поедается по 19% в час, в Genshin Impact по 24% в час. Час в YouTube съедает в среднем 10% в час. Индикатора уведомлений нет, и это крайне печально. Алиофобка по факту в Poco X3 NFC лучше, хотя она здесь и не особо похабна, зато защитная пленка, которая идет в комплекте, очень быстро превращается в что-то крайне непотребное. Инфракрасного порта у телефона нет. У Realme есть также поддержка сетей 5G, которые нам не нужны, и разумнее всего сравнивать его с Redmi Note 9T, но это я буду делать потом. По корпусу он, конечно же, похож на Realme 7. На 120 Гц работает классно, но моментами фризит в некоторых приложениях, поэтому лучше всего ставить автовыбор на герцовку. В настройках это все просто выставляется. Оперативка LPDDR4, как я уже говорил, это не последний вариант, но достойный. Корпус марки, если телефон носить без чехла. Два цвета, в синем надпись Realme значительно меньше. Реально по тестам, если постоянно использовать телефон, за 5,5 часов активного экрана уходит примерно 40% заряда. На данный момент лучший под него плеер для того, чтобы слушать музыку, по мне, Equalizer FX. Есть интересная фича, это как у Samsung, адаптивный спящий режим в настройках экрана. Это когда телефон следит за глазами пользователя. Телефон не отключает экран, даже если у него установлено время, допустим, 30 секунд, и он должен гаснуть. Но если он видит, что вы смотрите на него, он гаснуть не будет. Эта функция, я уверен, многим будет полезна. Поддержки кодека aptX HD, конечно же, нет. Prods же от Mediatek, значит, обвес страдает. Звук только моно, притом не фонтан, плоский. Если вы надеетесь на его динамики, то очень сильно зря. Запись, конечно же, идет в стерео. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Вибро чуть лучше, чем плохое, хотя ближе к плохому. Защита от влаги, конечно же, отсутствует. По камере Gcam встает она и снимать в ней лучше, чем в стоковой камере, но примеры все равно я буду ставить в стоковые. В целом, по съемке видео и фото я доволен. Вот вам примеры съемки. Пример работы камеры Realme 7 5G с водяным знаком на видео с утра. Освещение, в принципе, уже достаточное, но не сказать, что прямо супер-мега хорошее. Плавность по сравнению с теми же Redmi 9T и Redmi Note 9T, конечно, отличная. Можно даже идти по снегу и что-то там пытаться снимать. Жаль, нет 4К 60 FPS, но все бывает, так сказать. Сейчас пробуем увеличить картинку. Опять же, все с рук, без штатива. Но здесь X10 значительно лучше, чем X6 на том же Redmi 9T. Что неудивительно, учитывая разницу в цене. В целом, вот на это дело уже хоть как-то, но снимать можно. Опять же, также при помощи штатива лучше, если увеличивать. Насчет звука, ну не знаю, более-менее пишут неплохо. Хотя петличка всегда нужна, если вам нужно записывать что-то в хорошем качестве. Ну вот, освещение еще улучшилось. Практически день. Смотрим, как камера у Realme 7 5G работает в режиме 4К, что у нее с автофокусом. И вроде бы даже все хорошо. Каким образом этот телефон снимает, помним, что мне не особо нравится этот процессор. Во всяком случае, оптимизация у него пока печальна. Но это лично мое субъективное мнение. И вот так вас будет снимать селфи-камера в режиме ходьбы. Если вы будете куда-то идти и пытаться записывать свои влоги, по большому счету, ну, ее хватает. Потому что та же инста все по максимуму сжимает, стабилизация есть. И звук вроде бы, даже учитывая, что я говорю через шарф, записывает она неплохо. Смотрите. Хорошо снимает. Цена по ссылке в описании к видео на старте продаж, когда я покупал данный аппарат, была $199, сейчас она в районе 249. Периодически на распродажах можно купить с промокодом за 220. Мои именные промокоды можете, как и то, что я себе покупаю выгодно, посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании или в прикрепленном комментарии. Резюмирую, я с большой опаской отношусь к данному процессору. И хотя в синтетике он выбивает приличные результаты, для меня это больше минус, чем плюс. При тестах на стриме из коробки он просто нереально
глючил. Сам девайс вкупе с оболочкой после обновлений мне понравился. На первых порах до недавних обновлений я был абсолютно другого мнения. Ну а сейчас за эту цену выбор довольно скуден. Лучше, конечно же, купить OnePlus Nord N10, если поймаете его на скидках. Но в категории до $200, за которые я его купил, он однозначный фаворит. Poco X3 NFC и Redmi Note 9 Pro объективно по синтетике хуже. Обзоры на них вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Там тоже достаточно критики. Спасибо за просмотр. Приходите на стрим с лицом в воскресенье. Будет топ-10 интересного бренда. Подписывайтесь, ставьте лайк за труды. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.